Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня внимание всего мирового сообщества приковано к украинско-российской войне и к ее непосредственным участникам. Что касается России, то за последнюю неделю в ней состоялись два достаточно значимых события с участием президента России Владимира Путина. Это ежегодный экономический форум и встреча Путина с военными корреспондентами. Ничем особенным оба эти события не отличились. Ничего нового эти события не дали. На обоих этих событиях Путин с присущей ему логикой беспредельщика пытался представить слушателям правовое обоснование законности вторжения российских вооруженных сил в Украину. На обоих этих событиях Путин демонстрировал художественные и документальные фильмы о зверствах нацистов, бандеровцев и ауновцев, совершенных ими во время Второй мировой войны. Это и убийства в концентрационных лагерях, и расстрелы мирных жителей, в том числе и детей, а также Холокост и преследование геев и цыган. Как становится понятным, такой демонстрацией Путин пытается оправдать свои преступления, совершенные российскими военнослужащими в Украине, такие как убийства, уничтожение имущества, пытки, депортации и геноцид граждан Украины, отстаивающих суверенитет и независимость Украины. Логика Путина проста. Если нацисты гитлеровской Германии, считает Путин, совершили преступления во время Второй мировой войны и были за это осуждены и понесли наказание, то и воображаемые Путиным нацисты современной Украины заслуживают наказания, несмотря на то, что они лично никаких преступлений не совершали. Предположим, что так называемые неонацисты в Украине есть. Предположим, что эти неонацисты находятся в Украине у власти. И что из этого следует? Следует ли из этого, что эти воображаемые Путиным неонацисты современной Украины виновны в тех преступлениях, которые совершали нацисты во время Второй мировой войны? Преследуя воображаемых Путиным неонацистов в современной Украине, Путин фактически преследует этих людей не за совершенные ими преступления, а за преступления, совершенные не ними, а другими людьми, нацистами во время Второй мировой войны. Предположим, что человеку нравятся преступники, мафиози, убийцы и насильники. Но этот человек никаких преступлений, никаких убийств и никакого насилия не совершал. Предписывает ли уголовное право преследовать человека не за реально совершенные им лично преступления, а за преступления, совершенные теми, кого он почитает? Ответ на этот вопрос очевиден. Человека можно преследовать только за совершенные им лично преступления, и нельзя преследовать его за преступления тех людей,
которых этот человек почитает. Но ведь что совершает Путин? Он где-то в Украине нашел воображаемых неонацистов и начинает убивать людей, которых он считает неонацистами, не за совершенные ими лично преступления, а только за то, что кто-то когда-то во время Второй мировой войны совершал преступление. То есть пресловутая путинская денацификация Украины означает преследование современных граждан Украины за преступления, которые совершили не они, а другие люди, и не сейчас, а 75 лет тому назад. И вот, это преследование граждан Украины за преступления, которых они лично не совершали, Путин объявил целью своего вторжения в Украину и считает героями себя и других российских убийц граждан Украины, убивающих граждан Украины за преступления, которые эти граждане Украины лично не совершали. Скажем, если Петр I или Николай II или Сталин, которых почитает Путин и другие россияне, совершили преступление, то справедливо ли было бы преследовать Путина за совершенное Петром I, Николаем II и Сталиным преступления? Естественно, это нонсенс. Но Путин делает именно это. Он преследует людей за несовершенные этими людьми преступления. Естественно, что преследовать людей за несовершенные ими преступления незаконно, а значит, что с точки зрения права так называемая путинская денацификация Украины незаконна. Путин и пропутинские пропагандисты, такие как Соловьев, Киселев, Скобеева и другие, пытаются представить свое вторжение в Украину как оборону от задумавших напасть на Россию украинцев и военнослужащих стран-членов НАТО. И говорят, что им, то есть Путину, и иже с ним не оставили выбора. И вот поэтому, дескать, они решили защищаться от угрозы вторжения в Россию путем вторжения в Украину. Но является ли такая самооборона допустимой? Если, предположим, какой-то злодей задумал убить какого-то человека, но этот злодей пока не начал реализацию своего преступного замысла, а человек, которого задумали убить, вдруг убивает того злодея, который задумал его убить. Не подлежит ли этот человек, убивший злодея, не начавшего реализацию своего преступного замысла, наказанию за убийство, совершенное им в условиях превышения меры допустимой самообороны? Подлежит. Если бы злодей начал реализацию своего замысла, то тогда убийство злодея можно было бы считать допустимой самообороной. А так, пока злодей не начал реализацию задуманного им убийства, убийство злодея является, согласно теории уголовного права, превышением допустимой
меры самообороны. Так вот, дорогие мои друзья, совершаемая Путиным и его кликой так называемая денацификация Украины является ничем иным, как преступным деянием, которое фактически является преследованием граждан Украины за несовершенные ими лично преступления, а за преступления, совершенные другими людьми 75 лет назад. Дойти до такого безумия и начать преследовать людей за преступления, которые эти преследуемые люди не совершали, и для этого вторгнуться в Украину и убивать не только незаконно преследуемых людей, а и других граждан Украины, свидетельствует о глубокой аморальности и преступности путинского режима. В этой связи очевидно, что так называемая денацификация Украины является не героизмом Путина и его клики, а явным преступлением всего путинского режима и всех тех, кто это преступление реализует. Спасибо за внимание. До новых встреч.